Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Любовь. Сегодня у меня речь пойдет вот о таких повязочках на голову, которые я приобрела на отдыхе в городе Кисловодске, откуда я вернулась на днях. Вот это вот у меня тут кадры на экскурсии. Это Ессентуки, потом Железноводск. Медовые водопады я посещала, тоже там красота невероятная. Видите, тут на зейплане даже я решилась прокатиться. Конечно, было сначала очень-очень мне страшно, но страх закончился в тот момент, когда я вот так вот по совету инструктора подняла ноги и полетела. Супер, просто супер, эмоции зашкаливали у меня. Потом там у меня была примерка вот такого наряда. Видите, женщина там на заднем плане стоит недовольная. Замучились они меня ждать, пока я нафотографируюсь. И, как они сказали, налюбуюсь собой любимой. Ну что ж поделать, ну если красиво. Хочется полюбоваться. И вот вы видите, везде я вот в этих повязочках. Очень удобная штучка. Все время головка прибрана, аккуратно смотрится. Посмотрите, как красиво. Я вот до сих пор, если честно, под впечатлением. Это Домбай. Какие там красоты. Я оттуда вернулась, ночь не спала. У меня вот эти елки под ногами. Ой, снились. В общем, красиво. Эмоций куча. На местном рынке я вот такой сувенир приобрела. Черкеску или папаху, да. Так, это заповедник. Тоже посмотрите, какой сказочный лес. В общем, насмотрелась я всяких видов. Озера, водопады. В общем, красота красивишная. В Кисловодске вот такой вот нас, как говорится, развлекал, радовал, вот влюблял в себя фонтан поющий. А еще если и слушать оригинал, я здесь не могу музыку оставить Фредди Меркьюри, но вы можете посмотреть в моих соцсетях. Я это видео там загрузила полностью с озвучкой. Но это что-то. Ну, кто не видел, да? Кто видел, конечно, не удивишь. Так, ссылки в описании есть на мои соцсети, можете поглядеть. Вот. И, в общем, везде я в этих повязочках там ходила и была очень-очень довольна. Смотрится красиво, головку согревает, как бы шапку еще рано, а вот такая повязка в самый раз. И ушки закрыты, и ветер не задувает. Вот, и смотрится красиво. Поэтому сегодня я хочу остановиться вот на такой повязочке, которая с перехлестом. Потому что с узлом, я думаю, там особо нечего рассматривать. Она очень легко шьется. Видите, узелок, и сзади просто эта полоска зашита. А вот такую вот я сегодня сошью, чтобы показать тем, кто не знает, как сделать этот красивый перехлест. Я возьму вот такие штанишки. Сразу скажу, что они абсолютно новые, были когда-то кем-то куплены, но абсолютно, не знаю, зачем их покупали, если не носили. Они не ношены, их видно, они прям новенькие. Честно сказать, я лично их один разок одевала дома, но они мне маловаты. Так, может быть, я их носила бы дома как домашнюю одежду. Вот. Это, как всегда, мне подарок от моей соседки. Так, вот я прям отрежу сейчас штанину и из нее сделаю вот такую вот, сошью повязочку на голову. Тут нужно еще, что хотела сказать, учитывать растяжимость ткани. Видите, вот штанишки, они как-то не очень тянутся, а сама вот эта повязочка, она хорошо растягивается, поэтому я немножко вырежу побольше. А вообще нужно замерять обхват головы,
окружность и, ну, прибавлять там на прибавку сантиметр-два в зависимости от ткани. Если ткань хорошо тянущаяся, можно вообще не прибавлять. Вот у меня, например, 58 сантиметров окружность головы. Я столько же и отмерила. Но так как ткань моя, вот эта штанина, не очень хорошо тянется, то как бы на голове она сидит хорошо, но одевать ее немножко сложновато. Потому что она там и челку задевает сразу, и все. Ее невозможно широко руками как бы вот так расширить, когда одеваешь. Вот этим она неудобна. Но на голове она сидит хорошо. Вот. Теперь я, значит, вот этот шов зашью. Если развернуть в ширину, она у меня получается 26 сантиметров. Очень хороший размер. Советую столько же и делать. А в длину 58. Ну, у каждого окружность головы своя. Вот так эту трубу выворачиваем. И теперь вот смотрите. Вот он шовчик, видите, у меня как бы сверху идет сейчас. Вот таким образом я складываю края вот так пополам, видите, и теперь один в один вставляю вот таким образом. Вот. И потом вот здесь все это зашьется, вот как тут, видите. Но я в свой оверлок не буду это вставлять, боюсь разладиться от такой толщины. Вот, я зашью руками. Потом вывернется и будет красивый перехлестик. Так, смотрите, девочки, показываю еще раз поподробнее. Вот она, труба. Вот, видите, труба по размеру головы. Вот так я, видите, шовчиком снаружи. Внутри у меня без шва, снаружи вот он шов. Я вот таким образом складываю. Так. И здесь тоже второй край. Вот, чтобы шовчик был посередке. Вот. Видите, подготовила и вот так один в один сложила. Все. Сложила, там подровняла, разровняла, все хорошенечко совместила эти шовчики вот так вот, распрямила и здесь зашью. Я зашью сейчас руками, не на машинке. Вот. Зашила. Если не сильно толстая ткань, то это можно на оверлоке, на машинке прострочить. Будет поаккуратнее. У меня ткань, в общем, очень толстая. Не хочу в машинку это все пихать, потому что боюсь сейчас что-нибудь разладить. Посмотрите, как красиво получается перехлестик. Вот сейчас я на себя примерю. Можно вот так сверху, как шапочку. Кстати, у кого короткие волосы, это тоже смотрится очень красиво. Вот. Не обязательно это для тех, кто с длинным волосом. А если вот так вот не сверху, а как бы под волосы, видите, как вот здесь я сделала, вот, то на шее ничего не болтается, не жарко. Если повязка как бы не на осень, а, например, летнюю делать повязочку такую, то это тоже очень удобно, потому что у кого распущенные волосы, вот я смотрю, молодежь ходит летом, а я, например, не могу, мне жарко. Показываю классно. Вот, а это подходит. Вот такая у меня на сегодня для вас идея, как сшить вот такую классную повязку, как бы а-ля челма, Очень просто, легко, и сейчас на осень очень нужная вещь. Поэтому всем советую. А я с вами сегодня прощаюсь. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока.